Всем привет! Совсем недавно компания Samsung провела очередное мероприятие Galaxy Unpacked. Там мы увидели очень много устройств, а именно смартфон, с которого началась эпоха гибких устройств Samsung Galaxy Z Fold 3, раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 3, которая своим форм-фактором возвращает нас в нулевые, ну и конечно же новые сумасшедшие смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4. И что-то еще. Ах да, еще компания Samsung представила новые полностью беспроводные наушники под названием Galaxy Buds 2. Первоначально, что бросается в глаза, это то, что новая модель очень похожа по дизайну на дебютировавшие в начале этого года наушники Samsung Galaxy Buds Pro. Зачем изобретать велосипед, если он уже есть? А может, мы найдем отличие в зарядном кейсе? К сожалению, нет. Что касается футляра, то мы снова видим футляры предшественников, а именно Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds Live. Почти квадратный, со скругленными углами. А возможно, мы услышим отличия в звуке. Ну вот тут и скрывается самый большой плюс данных ушей. Весь производитель постарался не огорчить своих фанатов и простых пользователей и сделал основной упор именно на звуки. Взять хотя бы тот факт, что наушники Galaxy Buds 2 поддерживают функцию активного шумоподавления с 3 микрофонами, а также они получили двухполосной динамикой, высокочастотный и вуфер. И есть режим прозрачности, он добавляет 9 дБ к окружающей действительности. Неплохо, не правда ли? А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Как я и говорил ранее, наушники Galaxy Buds 2 получили кейс в форме Buds Live. Но стоит отметить, что цвета самого футляра мы получили молодежные. Основная часть белая, а расцветка внутренностей меняется. Помимо белого есть еще черный, оливковый и, конечно же, лавандовый. Контраст выглядит очень стильно и, на мой взгляд, интересно. Дополнительно можно приобрести различные чехлы, в том числе с прозрачным корпусом, с поверхностью из натуральной кожи или же с вариантами из разноцветных вкладышей и стикеров для кастомизации. Габариты зарядного кейса 50 на 50 на 27 мм, а вес 41 грамм. Сами наушники выглядят совсем неплохо, они стали больше похожи на камешек. Но в целом размер и форма наушников, как и у всех конкурентов. Специальная конструкция корпуса подходит для любых ушных раковин и позволяет минимизировать контакт с ветром при разговорах на открытом воздухе. Наушники защищены от влаги, но не от воды. Защита IPX2. Если поподробнее, то это защита от капель, попадающих под углом 15 градусов. В природе такое явление еще надо поискать, а вот капли пота на пробежке как раз подходят под этот стандарт. Так что данные наушники подходят именно для спорта и не более того. Поддерживается Bluetooth 5.2. В данной версии основной переменой стало улучшение экономии энергии при использовании Bluetooth. Если ранее низкое энергопотребление было возможно только при передаче небольших объемов данных, сейчас ситуация изменилась. Также мы получили автоматическое переключение между устройствами, но при условии использования смартфонов и планшетов Galaxy с оболочкой One UI 3.1. Емкость аккумуляторов, наушников и футляра составляет 61 и 472 мАч соответственно. Время автономного воспроизведения музыки с включенным шумоподавлением 7,5 часов, а с учетом подзарядки от кейса 29 часов. Сенсорные панели позволяют выполнять различные полезные действия. Одно касание — пауза или воспроизведение. Двойное касание — переподключение на следующий трек. Тройное касание — переподключение на предыдущий трек. Касание и удержание левого или правого наушника по умолчанию позволяет переключать настройки шумоподавления. В настройках можно перенастроить этот параметр на регулировку громкости или активацию голосового управления. Теперь, конечно же, поговорим о звуке. Galaxy Buds 2 поддерживает функцию активного шумоподавления. Два микрофона обнаруживают окружающий шум, а встроенный процессор обрабатывает его, подавая через динамики волны антизвука. И именно
эти волны и уменьшает фоновый шум. В результате такой сложной системой уничтожается до 98% внешних шумов. Наушники получили двухполосную акустику, которая включает в себя наличие твиттера для чистых высоких частот, а также вуфера, обеспечивающего мощные басы. В каждом наушнике установлено по 3 микрофона и вибрационный датчик костной проводимости. Это необходимо для достижения максимального качества передачи речи во время разговоров. Вибрационный датчик костной проводимости отслеживает движение челюсти во время разговора и подавляет шум при отсутствии речи, что является большим-большим плюсом. Есть и режим звуковой фон. Возможно усиление окружающего звука до 9 дБ, что также является просто замечательной функцией. Российские пользователи могут приобрести Galaxy Buds 2 в черном, белом, оливковом и фиолетовом цветах по рекомендованной цене 10 990 рублей. Это заметно дешевле, чем Galaxy Buds Pro, который сейчас на официальном сайте Samsung предлагаются за 14 990 рублей с учетом скидки при стандартной цене 17 990 рублей. Если не хочется тратить лишние деньги, но при этом есть желание получить качественный звук в совокупности с идеальным дизайном и хорошим использованием, новые Galaxy Buds 2 станут отличным выбором. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Galaxy Buds 2 получились просто замечательные наушники. Самое главное, что мы получили качественный звук, ведь в наушниках самое главное это, конечно же, звук. Второе, мы получили очень и очень крутой внешний дизайн, потому что это тоже очень большая составляющая при покупке наушников. Третье, мы получили просто сумасшедшие какие-то плюшечки, фишечки, 3 микрофона и так далее, шумоподавление. Все это доставляет пользователю одно удовольствие. Ну что же, на мой взгляд, компания Samsung постаралась на этой презентации и представила действительно очень и очень качественные продукты. Смартфоны, часы, наушники. На мой взгляд, компания Samsung с каждым годом все хорошеет и хорошеет. И в скором времени все-таки данная компания должна обойти Apple по продажам смартфонов в США, потому что они с каждым годом делают все лучше и лучше свои смартфоны. Это очень важно. А наушники, на мой взгляд, сейчас на рынке представлены в большом количестве, и вы можете выбрать на любой вкус. Но хочу заметить, что беспроводные наушники, конечно же, это вам не проводные. То есть, если вы ищете качественный, хороший звук, вам нужно покупать, конечно же, проводные наушники, потому что беспроводные наушники, к сожалению, сейчас не могут предоставить качество звука. Действительно, я имею в виду, если вы прослушиваете аудиотреки в формате FLAC или Hi-Res и так далее, то есть действительно вы должны это понимать. Ну что же, ждем на обзор наушники. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!